Доброго времени суток, друзья! Я, как всегда, рада приветствовать всех гостей и подписчиков на моем канале Дивный творческий мир. И сегодня я буду делать цветы из распущенных атласных лент. Недавно я уже делала подобный мастер-класс, делала такие пушистые метелочки, как мне написали, они похожи на ковыль. А сегодня будем делать цветочки, чем-то похожие на ромашки. Процесс мне очень нравится. Из этих лент делать цветочки одно удовольствие, так что давайте приступать. Для начала у каждой ленты, а я буду делать цветочки разного цвета, надо обязательно вытащить боковую ниточку. Она едва заметна, вы должны ее найти и вытащить. Она вытаскивается достаточно легко, как только вы ее обнаружите. И тогда лента легко распускается. А теперь нарезаем ленту на кусочки по 6 сантиметров. Нарезайте сразу побольше, потому что мы будем клеить их на двусторонний скотч. И я отрезала кусочки скотча, не отмеряя, разной длины. Первый у меня получился самый длинный, примерно 25 сантиметров. И на него получилось большее количество этих кусочков ленты. Другие я отрезала примерно сантиметров по 20, по 18, и тогда получается меньше кусочков ленты идет. Но суть в том, что чем длиннее будет скотч, следовательно на нем больше кусочков ленты, цветочки получаются более густые и пышные. Если вы хотите пышные, такие не особо просвечивающиеся, то делайте ленту подлиннее. Итак, наклеиваем на скотч. А затем уже будем распускать ленту. Можно делать два оттенка. Если они близки по цвету, это очень красиво смотрится. Цветочек получается с легкими оттеночными переливами. После того, как все ленточки наклеены на скотч, начинаем их распускать. Можно распускать по одной, но гораздо удобнее зацепить сразу несколько ниточек и распустить одновременно. И получается, за два приема вы распускаете сразу все ленты для одного цветка. Так, конечно, гораздо быстрее идет работа. Распущенные ниточки отрезаем. И вот у нас готовы вот такие милые пушистые кисточки, из которых мы и будем создавать цветок. А затем освобождаем вторую клейкую часть скотча и начинаем сворачивать цветок. Я буду использовать вот такие бамбуковые опоры для цветов из Fix Price. Они уже окрашены в зеленый цвет и прекрасно подходят для ножки цветка. Может покажется, что слишком толстовато, но в итоге получилось нормально и я вполне довольна. Можно использовать проволоку, но я разрезала каждую эту бамбуковую опору на две части и делала цветочек. Так как у нас двусторонний скотч, все прекрасно приклеивается, просто ровненько накручиваем. В предыдущем мастер-классе я накручивала по диагонали и получались длинные пушистые веточки, а здесь мы делаем что-то наподобие астры или ромашки и поэтому накручиваем просто по прямой. И получается вот такой милый цветочек. А далее продолжаем снова распускать и делать остальные цветочки таким же образом. Как вы видите, делаются эти цветочки очень просто и быстро, и вполне можно сделать такую композицию кому-то на подарок на 8 марта, либо как дополнение к подарку. Смотрятся они очень мило и симпатично. А сейчас я буду добавлять листочки. Я беру обычную гофробумагу зеленого цвета, у меня это достаточно тоненькая бумага. И нарезаю листочки в произвольном порядке. Просто режу на полосочки, абсолютно не измеряя. Какая-то получается 2 сантиметра, какая-то 1,5. И просто нарезаю овальной формы длинные листочки. Но не очень длинные, чтобы они не падали вниз, так как у меня бумага достаточно тоненькая. А если бумага жесткая, то листики можно делать, конечно, длинные. Нарезаю листочки и просто на термоклей буду приклеивать, огибая вот эту бамбуковую палочку.
принципе, на этом можно заканчивать после того, как вы приклеили листочки, потому что цветы уже достаточно симпатичные. Но я решила добавить им еще серединки. Хотя серединку можно было бы и не добавлять, тогда они получаются более закрытые. Я же решила добавить бусинки в центр, тогда получаются более раскрытые ромашечки. За счет того, что вы серединку приплюснули бусинкой. Итак, если вы, как и я, решите сделать серединку, то вам нужно ленточки, вот эти пушистые ниточки, опустить вниз. Просто берете руками и опускаете, освобождая серединку. А затем на термоклей я приклеиваю полубусину, жемчужинку. И все. И получается вот такая красота. И вот мои цветочки готовы, их можно просто поставить в вазу, можно разбавить какими-то другими цветами, можно добавить в какую-то композицию. Но я беру маленькую вазочку и добавляю туда оазис или флористическую губку, как угодно. Можно добавить пеноплекс, пенопласт, у кого что есть. Это для того, чтобы цветочки четко держали форму букета. И начинаем расставлять. Вот такой букетик у меня получается. А низ, чтобы не было видно оазиса флористической губки, я закрою вот этими распущенными ниточками пушистыми. Они достаточно красивые, я просто разложила их между цветочками в основании. Вот и все. Вот такие цветочки из распущенной атласной ленты у меня получились. Надеюсь, вам понравился мастер-класс. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Пишите комментарии, я обязательно на них отвечу. И, конечно, делитесь моими видео в соцсетях, я буду вам очень благодарна. А сейчас я с вами прощаюсь. Всего вам самого доброго и до новых встреч. Пока-пока!